Итак, друзья мои, приветствую всех на своем канале. И сегодня хотелось бы поделиться очень такой одной интересной, так скажем, программкой, а точнее просто своим мнением, опытом использования этой программки. Поверьте, она должна вас приятно удивить и, более того, должна быть вам очень полезной, особенно если вы являетесь обладателем не самого мощного ПК и, в общем, и у вас нет возможности обновляться в будущем, но как бы все мы здесь сегодня собрались, потому что мы очень любим нашу игру ETS 2 и ATS. Это в первую очередь, где нам пригодится эта программка. Называется, ребята, она Lossless Scaling. Если быть, короче, проще говоря, это программа для масштабирования. Вот, значит, программка эта давно уже существует в Steam, но, скажем так, доброжелательные люди для российского сообщества ее закрыли. Вы ее не найдете там, вы ее не приобретете там. Программа вообще платная. Ну и, конечно же, благодаря, так скажем, интернету всегда можно найти бесплатную альтернативу. Ну, это не альтернатива, заметьте. Точнее, это просто бесплатный вариант. В общем, точно так же он всплыл. А я по поводу всего этого, скажем так, вообще игры, да, настроек, там и качества и прочего, очень долго, ребят, честно говоря, везде искал, пытался найти что-то прям подходящее, как-то оптимизировать, не знаю, эту игру. И в том числе вот на сегодняшний день у меня вышла вот такая статейка, в которой я как бы кратко, подробно описал, в принципе, всю суть этой программы, да, что у меня получилось, что у меня вышло, так, привожу фотографии, но не знаю почему, видимо, у меня что-то из интернета, почему оно так не прогружается, первая страничка, главное, прогрузилась. Статья буквально небольшая, и, собственно, почему я хочу сделать видео, чтобы это просто было прям все наглядно. Давайте не будем затягивать, и так начнем. Как бы в статье я точно так же указываю, значит, характеристики моего ПК на сегодняшний день. Обычный, вообще, не знаю, наверное, какой-то бюджетный. Ну, я бы так, действительно, по сегодняшним деньгам это абсолютно бюджетный компьютер. Вот, извиняюсь, но я буду пользоваться как бы некоторыми подсказками, да, которые я для себя, скажем так, записал, оставил. Не обессудьте. Также вы можете увидеть, что у меня уже, собственно, Steam запущен. Ну, я подготовился, да. Запущен Steam. Плюс на сегодняшний день, соответственно, во время тестирования драйвера были, по-моему, да, 572.42. 20 числа произошло обновление. Вот, 572.47 версия. В частности, хочу посмотреть, насколько чего там поменялось. И также прямо сегодня обновился сам NVIDIA App. Да, ребят, да, я пользуюсь NVIDIA App. И есть люди, которые говорят, что это полная хрень, это говно, отстой и прочее. Да, на вкус и цвет товарищей нет. Также у меня включен оверлей. Ну, в принципе, он мне пригодится, да, вам для наглядно, чтобы показать вообще, что и как происходит у нас в игре. Фильтры я использовал одно время, и, скорее всего, наверное, теперь, после, опять же, использования программы, о которой мы сегодня будем говорить, и я буду их и дальше использовать и подбирать. К тому же, если вам будет очень нужно, то, пожалуй, я предоставлю пару хороших статей, где действительно качественно, во-первых, все грамотно рассказано, полностью показано, какие фильтры использовать, какие там значения, чего ставить, и, по правде сказать, ну, добавляет красочности, сочности и правдоподобности картинки. Вот. Итак, драйвера я уже сказал, какие у меня на сегодня установлены. Собственно, как выглядит сама программа, когда вы ее скачали, себе установили. Выглядит она следующим образом. Это вот у нас первое там по умолчанию, и для себя я создал профиль. Пожалуйста, нажимаем плюсик, пишем там, не знаю, название игры, что хотите, показываем, да, и исполняемый файл, соответственно. Все точно так же я и сделал для ETS. Версия у меня установлена 3.0.0.2.
Это бета-версия. Вот, собственно, ссылочку точно так же я оставлю. Playground, ничего страшного, как бы с этого сайта лично я очень давно много чего скачиваю, проверяю на вирусы, никогда, как бы я, по крайней мере, ничего такого не поймал. То есть здесь проверяются файлы, и этот сайт работает уже неимоверно сколько времени. Добротный, я лично могу порекомендовать. Если у вас были какие-то проблемы, то обязательно как бы укажите, напомните мне. Значит, что у нас есть, собственно, по этой ссылочке? Так, тут тоже, в принципе, вкратце там описано, что, как, зачем, почему, где эта программа работает. Программа полностью на английском языке, но, опять же, добрые ребята, тут уже точно добрые ребята сделали русификатор. Скачиваем по желанию. Вот написано 2.13.2, это стабильная версия, да. Хотите, поставьте ее. Я же скачал сразу бетку и показывать буду именно на примере бетки. Так понимаю, стабильная версия там прямо особо ничем не отличается, кроме, может быть, каких-то названий, и там, по-моему, больше перевода как бы сделано. Тем не менее, давайте же посмотрим. Значит, frame generation. Сам по себе что это означает? У вас будет off, да? Как бы 3.0 это что-то типа, знаете, типа DLSS, принцип работы. Это как я понял. Я не разработчик какой-то или еще что-то. Прям в всех этих корнях я копаться не буду. Вот, рассказываю на уровне своего знания, но как бы чуть-чуть забегая вперед, да, точно вам скажу, что это работает. Это самое главное. Вы же можете тестировать, не знаю. Я поставил, вот, пожалуйста, 3.0. Моды. О чем это говорит? У нас как бы генерация кадров именно происходит. То есть из одного как бы якобы делается 3. Вот такой принцип этой программки. Можно поставить на X2, у кого более-менее хорошее качество. X4 не рекомендую, это точнее, это скорее тем, кто играет на 4 и 4-8К мониках, не знаю, телевизорах. Вот им будет полезно, наверное, X4. Обладателям, скажем так, мониторов где-то 2К, да, Quad HD, как хотите, X3. Если же у вас Full HD монитор какой-то, то я бы порекомендовал, наверное, X2 ставить. Здесь мы ничего не трогаем, стоит вот как стоит ползуночек у нас. Дальше скалинг, собственно, масштабирование само. Здесь очень, довольно-таки много всяких там вот этих штук, ситуевин. Вот я почему-то не знаю. Я знаю почему. Смотрим описание, да, вот как бы, опять же, где мы скачали эту программку. Здесь, в принципе, написано, что там примерно, что за что, как бы, не то, что отвечает, а что лучше использовать в определенных, скажем, условиях. Вот, пожалуйста, для современных игр лучше всего использовать LS1, там, AMD FSR, и, соответственно, вот остальные там подходят для других таких-то игр. У меня, на минуточку, видеокарта NVIDIA, как вы уже поняли. Здесь как бы надо экспериментировать. Я просто первый поставил, и дальше эксперименты как бы я, в принципе, продолжу без вас, а вы, в принципе, можете продолжить их без меня. Я лишь несу ознакомительный характер, скажем так. Хочу вас вот просто ознакомить, что есть вот такая-то вещь, и она будет вам полезна, поверьте. Так, значит, можно и вот в таком плане поставить, да. Пока я использую вот это, буду смотреть дальше. Поставлю это NVIDIA. Это, собственно, само масштабирование. Перформанс. Я поставил галочку, как бы это типа улучшенная производительность. Что такая максимальная производительность, что-то за... Вот это как power-план для видеокарты в данной игре. Обладатели AMD, да я думаю, там тоже все это есть, как бы типа производительный режим там и прочее, настройка графики. Да, здесь кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть, что у меня как настроено в управлении параметрами 3D, собственно, да, в панели управления на игру ETS. Скажу честно, до того, как я эту программу поставил,
FPS у меня в городах реально со средними настройками реально проседало до 45. Бывало там редко-редко прям какие-то значения еще ниже. По трассе едешь, все хорошо. 120 FPS, все замечательно. Но города, трафик и прочее не айс. После использования этой программы я играю на стабильных 105-103 FPS. Причем тут вот фишка есть такая, что они стабильные. Вообще там какие-то секундные, какие-то кратковременные иногда бывают как раз таки в городах скачки, но я больше это связываю опять же с модами. А так по фреймрейту и, скажем так, по оверлею просто тупо стабильная частота, а настройки на ультра, ребят. Теперь я могу поставить себе трафик до 5 единиц, сумасшедший просто. И кучу модов еще могу впихнуть. И просто стабильный, хороший FPS. Естественно, у вас железо у нас может с вами может вполне отличаться. Поэтому всегда в настроечках нужно будет играться. Сейчас мы немножко вот в игру как перейдем, я объясню, где можно поиграть настройками еще как-то, да, чтобы все это дело улучшить, где не стоит. Так, дальше смотрим, что у нас, собственно, перформанс мы обозначили, да, моды, ну, я не знаю, здесь авто стоит, я ничего не трогал, не знаю, зачем здесь пользовательский. Может быть, когда будет полноценная версия, а не бетка, тут как-то поподробнее все это будет описано. Хотя, в принципе, вот видите, все написано. Авто вычисляет необходимый масштаб для масштабирования игры на весь экран. И все. Далее. Полный экранный режим. Здесь ставим обязательно полный экранный режим. Можно соотношение сторон тогда, опять же, на секундочку, забегая вперед, запускать ETS или ATS мы будем в оконном режиме. И только затем переходить в программу, жмякать масштабирование, возвращаться в игру, и именно эта программа будет масштабировать вашу игру на полный экран. Все это вы увидите далее. VSync, так, рендеринг. Ну, у меня монитор как бы поддерживает якобы VSync, хотя он китайский, дешевый, но тем не менее. Поддерживает везде, включая. Разницы фиг его знает. Я, честно говоря, особо не заметил. Так, максимум фреймрейт латенсия. Вот, это у нас... Я вот воспользуюсь чуть-чуть подсказкой. Да, и, собственно, чтобы вам было наглядно и понятно, чтобы вы не задавали лишних вопросов. Вот именно эта программа, она определяет, то есть само вот это, да, вот что у нас latency, количество кадров, которые буферизуются для масштабирования и генерации кадра. Идеальным считается значение единичка. Ну, тут все зависит, видите, от видеокарты. Вот. Можно и больше ставить. Я поставил единичку, и мне этого достаточно, и более я увеличивать не планирую. Дальше, собственно, раз у меня поддержка G-Sync есть, я ставлю галочку. Draw FPS, это у нас отвечает за то, что в левом верхнем углу будет показываться FPS. FPS будет нативный, то есть который вы конкретно в игре выставили. И через дробь то, что у вас масштабировано. Так, вот это я как бы не совсем еще разобрался, что за фишка. Оставил по дефолту и, собственно, из описания программы. DX, GX, это у нас типа, как сказать, здесь где-то кто вулканом пользуется, там что-то еще, но так как у меня DX, вот, собственно, это какое-то отношение вот к этому. Хотя могу ошибаться, я в английском не особо силен. Only copies only new frames. Ну, что-то тоже из этого. Дальше по поводу курсора ничего не меняю. Здесь, в принципе, и не меняется. Может быть, в дальнейшем будет типа выбора там встроена видеокарта, не встроена. В принципе, вот все. Больше тут ничего нет. Итак, давайте перейдем к тестикам. И, да, сразу скажу, у вас может быть пиратка, не знаю, неважно, пиратская версия у вас или там официальная, да, у меня ETS официально. Все, зашел, я уже настройки там сделал, и сейчас я их, собственно, вам буду показывать.
Как вы можете видеть, игра у меня запускается в оконном режиме. Давайте сразу же забежим в настройки графики. Именно покажу, что я использую на сегодняшний день. Вот, модиков вы можете видеть, что у меня там сколько? 118 штук. Да, заметил одну фишку, но скорее всего это как-то связано, может быть, с программой или что. Чуть дольше происходит загрузка всего этого. Галочку, соответственно, с полного экрана. Прежде чем воспользоваться этой программой, вы зайдете в игру, уберете галочку «Полный экранный режим». Обязательно, ребят. Это база. Ограничение кадров в фоновом режиме. Вот у меня стоит 30. И, не знаю, как сказать, вот ограничение кадров именно, это вы можете немножко по-разному у себя делать. Все зависит от вашего железа. Кто-то может поставить больше. Я сошелся на том, что в связи с моими просадками в городе где-то до там даже 46 порой бывало, если там, я не знаю, где-то не то, что ультра там поставишь, а именно из-за трафика просадочки падали где-то до даже 46. Не то, чтобы там постоянно и ненадолго, но тем не менее это было. Извиняюсь за закадровый шум. У меня тут ребенок сегодня дома, так что, ну ладно, ничего страшного, я думаю, это нам никак не помешает. Собственно, у меня выбрано разрешение монитора, причем разрешение монитора у меня сделано, как сказать, у меня вообще монитор Full HD-шный, только 27 дюймов, но Full HD 27 дюймов я понял, что это не совсем совместимо, потому что картиночка шакальная. Вот. Так как вроде видеокарта позволяет, я ставлю разрешение Quad HD и не парюсь. Частота обновления вот здесь как раз таки ничего не меняю. Вы же ставите там свою частоту обновления своего монитора. Вертикальную синхронизацию я включил. Вот, оставил. Единственное, вот эту частоту, когда вы поставите, ну, можете 35 сделать. Тут от 30 до 35. Грубо говоря, если у вас будет 30 и frame rate generation, вот это поставите x2, то по сути, у вас должны быть всегда просто стабильные 60 кадров, независимо от какой-нибудь другой фигни, опять же, с весьма внушительными настройками. И можно играться. Вот, к примеру, почему здесь вот так, не знаю, поставлю вот так. Все на высоко. Заметьте, даже качество разрешения в зеркалах и прорисовка можете на ультра поставить. Начните со средних настроек. Я говорю, зависит тоже, очень сильно зависит все-таки от вашего ПК. Масштабирование, вот я сейчас 300 выставил, даже не заморачиваюсь. Хотя ранее у меня стояло 100, так как я, помимо всего прочего, использую еще и Snowmon. И в связи с этим, кстати, в связи с этим у меня, как вы можете заметить, сглаживание в игре выключено вообще. Вы же можете пробовать. Допустим, отключить Snowmon, попробовать включить сглаживание хоть по максимуму, хоть как. И опять же протестировать, насколько у вас это все будет стабильно, качественно работать. Вот, соответственно, ну, вот глубину резкости я выключил, она мне что так, как бы она просто ни к чему и не нужна. Все. Применить, потому что я туда... дальность видимости света поменял. Итак, это мы сделали. Также порекомендую, можно, знаете, прямо вот с этого экрана загрузочного, собственно, эту программку и включить. Я нажму «Продолжить карьера». Объясню почему. Потому как я заметил при загрузке, вот сейчас еще оверлей NVIDIA мы включим, надеюсь, на видео он должен вообще-то захватиться, должен будет показывать. В общем, почему не стал программу включать именно с менюшки? Есть, видимо, какая-то зависимость, что ли, вот от частоты кадров. Но же в менюшке ничего не происходит. Частота кадров вот у меня сейчас единичку показывает. Где-то он там может меняться на 30, где-то на 25 или еще что-то. И это приводит к небольшому, скажем так, искажению этой картинки. Вот самой загрузочного экрана.
Поэтому, чтобы это, скажем так, в глаза вам не бросалось, я рекомендую программу запускать точно так же, как я сейчас буду делать в дальнейшем. А именно уже при как бы выходе на карту, грубо говоря. Грузится, да. Ну, опять же, я еще накидал сюда модов. Сборка большая. Поэтому, в принципе, загрузка сама занимает где-то ориентировочно, наверное, минуты 2. Не знаю, что много это или мало. Бывали времена и по 20 минут там загрузка была. Кто застал это? Там тоже пытались всяко бороться с этой фигней. В итоге, хоть, слава богу, разработчики сами все это дело пофиксили. Так, грузишь ты. Все, жмякаем в путь. Жмякаем в путь, загрузились. Вот я стою, вот, ну, показывает, естественно, ограничение кадров у меня сейчас стоит на 34, вот и 34. Теперь запускаем нашу программку. Жмем масштабировать, пошло время. За 5 секунд вам нужно как бы раз обратно перейти в игру. Моргнуло, как вы можете заметить. И вуаля, игра у нас стала на полный режим, на полноэкранный режим. На оверлее вы можете заметить количество кадров в секунду 102. Перейдем в кабину. Вот у нас вид из кабины. Как вы головой не крутили, вот 101, 102, 103. То есть, как я и писал, где-то на... Даже, наверное, пусть давайте погрешность 1-2%. У нас вот этот вот чуть-чуть местами скачки есть. Те, кто постоянно смотрит мои видео, могли заметить, что вот такого трафика, как сейчас, у меня не было никогда, ни на одном видосе. Так, свет у нас, что там, включены? Где он? Включены. Пожалуйста. Никакой, блин, просадки. Никакой. Ну, какой трафик огромный. У нас по-прежнему ультра настроечки. В моем случае даже как бы Quad HD. А у меня по-прежнему, точнее не по-прежнему, на сегодняшний день у меня установлена графика, Brutal график. Да, это там и 4К текстуры, и облаков, и прочего, там где-то и трава, и деревья, все это дело меняется. Пожалуйста, сидим в салоне 102. 102. Я вам честно скажу, раньше у меня бы с таким трафиком там уже бы, наверное, до полтинника FPS упал. Я запись делал, бывало, там в 50 FPS. Да. И это было заметно. Сейчас, пожалуйста, никаких разрывов, никаких тормозов нету, не знаю. Вот левый верхний угол, не знаю, захватит ли фреймрейт, скажем так, да. 34 у меня стоит на настройках на графику ограничения частоты. И, собственно, наш X3 Generation выдает мне 102 кадра. 102, 101. Даже до сотни не падает. Как-то так, ребят. Крайне не рекомендую при включенном вот этом масштабировании через программу менять частоту. Как пишут авторы, это вызовет у вас зависание, не знаю, там, залипание этой игры и прочее. Вот все остальные настройки, пожалуйста, можете менять как хотите. Но не меняйте, пожалуйста, вот эти вот именно ограничения частоты кадров и частоту кадров в фоновом режиме. Не меняйте. Здесь можете ничего не менять. Не нужно. Все остальное, там, не знаю, масштабирование экспериментируйте, потому что у вас может там, не знаю, как 1060 Ti, как автор, ну, давайте на секундочку перенесемся, да. Автор указывает, какая у него... Так, вру, нет. Где-то я находил, в общем, еще одну статейку, потому что когда программка мне под руки попалась, я начал искать, соответственно, у зарубежных блогеров вообще о ней пояснения, разъяснения. И да, зарубежных блогеров много. Все рассказывают. Я говорю, видимо, потому что доброжелательные люди просто закрыли полный доступ для, скажем так, русскоязычного сообщества, для вот этой программы. А пользоваться ей можно вообще в любой игре. Неважно, там, чем вы, ETS, ATS, да хоть какую сделайте игру. Я же буду дальше тестировать, потестирую ее на Ведьмаке, допустим, 3. Мне нравится эта игрушка, да, и может быть когда-нибудь у меня будет время, чтобы ее, собственно, как сказать, показать вам. Вот они у меня есть, тоже с кучей модов.
кризис, и SnowRunner, в конце концов, когда-нибудь руки дойдут, и хотелось бы вам показать. Или вот у меня в верхнем левом углу показывает, но, скорее всего, вы только увидите именно фрейм, как оверлей от NVIDIA. По крайней мере, он точно должен записаться. Не знаю, ребят, по-моему, это вообще просто пушка-находка. 99-102, так скажем, для подгрузки. Давайте прокатимся, а то ведь найдутся же у нас, скажут, да ну нафиг ты поедешь, сейчас у тебя все там встанет колом. Да нет, ребят, блин, 2 дня я на все это дело смотрю, как бы пробую. Трафик видели какой? Сотня 97, это как раз вот эти вот некоторые просадочки, они есть. Но на ультрах, это на слабом железе. Блин, как мне с этим столбом-то быть? Пофиг, вот так вот как-то пройдем. Попробуем, по крайней мере. Пропустит меня кто-нибудь? Нет вообще сюда. Ну ты посмотри, какой наглый. Вот он просто же едет и все. Да и хай на тебя. Вот так вот остановись. Джаврейка включен. Качество просто картинки, я говорю, для людей, которые если вы меня смотрите постоянно мои видео, не знаю, по-моему, сразу в глаза бросится качество самой картинки, насколько оно изменилось и насколько это, блин, стабильно работает. Не знаю, почему переживу мне это не попалось. Вот целый год я искал, я говорю, я много там всяких, не знаю, видео, обзоров, там оптимизации, всякой херни перепробовал. У меня уже даже за это время, я говорю, там и железо как-то обновилось и прочее. Блин, ну, такого результата как бы я вообще и не ждал, и не надеялся уже на это чудо, так сказать. Блин, оно произошло. Так. Ох, как скользко. Так, здесь меня никто не пустит вообще, я куда-нибудь тут сейчас впарюсь у УАЗика. Пофиг, пропустите меня. У меня тут тестирование, без разницы. Ребят, вот как-то так пробуйте у себя все ссылочки на программу или еще что-то. Я, конечно же, оставлю в описании. Если будут... как бы может случиться такое, что ссылку на скачивание закроют. Блин, напишите. Напишите, так как программка у меня уже есть. Устанавливается, да, некоторый момент. Скажем так. Давайте сразу же на секундочку расскажу вам. Есть один момент. Так, Марк, подожди, пожалуйста, сейчас 2 минутки буквально, я закончу. Так, есть один момент. Обратимся к нашей, так сказать, подсказочке. Выходим из игры, соответственно, все, программка, вот, видите, вот это как бы, как это назвать? Артефактом, что ли, да? Когда кадры... не знаю, пропадает это масштабирование, переключается как-то вот так вот. Все, дальше хотите закройте, хотите не закройте. В общем, есть один момент, когда программка, естественно, она как бы не установочный файлик у вас получается, а просто тупо уже все разархивирована программа. И с экзешником. Экзешник вы запускаете, там один раз у вас смарт-скрин спросит, хотите ли вы вообще эту программу использовать. Подтверждаете. Как бы лично я проверил на VirusTotal. Вирусов в этом архиве нет. Вот, после чего, соответственно, я его и распаковал. Может быть такая проблемка. При запуске этой программки у вас будет сообщение make sure you have installed, что там app Steam. Типа, что там мы не можем, в общем, найти эту программу у вас в Steam, там что-то типа такого. В архиве, вот у меня история скачивания. Вот она, эта программка, скачанная. Вот она у меня, пожалуйста, распакованная. Так вот это все дело будет выглядеть. В этом же архиве присутствует вот такой вот рек-файл. Просто кликаете 2 раза и делается запись, соответственно, в системном реестре. После чего пропадает вот эта вот ерундовина. Хотите, сделайте сами, пожалуйста. Вот в статье будет полное описание, там по скриптами будет написано. Создайте код сами, если вы там этим занимаетесь, пожалуйста. Хотя все придумано за вас, за нас. Вот оно, все уже давно присутствует. Запускать, пожалуйста, вот с помощью экзешника. Ничего как бы особенно сложного здесь нет.
Можете как бы всегда пользоваться статейкой на Дзене. Не вижу смысла ее выкладывать еще куда-то на Дзене. Она есть, пусть она будет. Вот не совсем понимаю, почему у меня пропали фотографии. Отсюда почему они не загружаются или что это я... Дзен, в принципе, тупит. Я постараюсь еще в ВК все это сделать. Для вас, пожалуй. Да, пожалуй, давайте я вам покажу, что у меня там, собственно, находится. Собственно, одна фотография это у нас этой программы. И, опять же, все мои настройки. Все, больше там ничего особенного нет. Просто здесь это как бы было в нужном месте в нужное время, но почему-то вот закрыл Дзен. Я не знаю, почему все это мутное такое. Как-то так. Вот, наверное, по большому счету все, что я хотел вам сказать. Я говорю, еще раз повторю только одно. Пробуйте, экспериментируйте с настройками, но не трогайте частоту кадров в самой игре. Все остальное, пожалуйста. Все зависит, потому что от вашего ПК. У меня вот так вот, и у меня получился, не знаю, вот такой вот прирост производительности, можно сказать, на ровном месте. Понятия не имею, как это работает. Мне до этого, собственно, нет никакого дела. Я не программист. Мне важно, чтобы это работало, был результат. Результат есть, достаточно. Все. Вирусов нет. Фишка нужная? Нужная. Почему еще такое искал? Да, блин, вот я даже просто по аналитике своих видео смотрю. Столько ребят просто играют еще на каких-то 1.49, да на 1.36 версиях и прочим. Почему? Да потому что у них просто старое бордо. Не могут себе люди позволить на сегодняшний день, там, не знаю, обновиться. Надо купить себе там 50-90 и какие-то топовые там компы и прочее, которые стоят просто каких-то заоблачных денег. Оказывается, не надо. Не надо, можно для начала попробовать вот это. Да, возможно, кроме апдейта, скажем так, уже вообще, в принципе, вам ничто не поможет. Ну, по крайней мере, попробовать стоит, ребят. Если смог вам помочь, если вы получите хороший результат, да, напишите, делитесь комментариями. Может быть, еще какие-то советы дадите, в том числе и мне. Вот. Так что, вы были на канале Simhouse своими руками. Всем пока-пока, всем добра.